Всем привет, с вами Рено Минкион. У меня наконец-то приехала гитарка. Гитарка заказная, которую я ждал 1,5 года от Дмитрия Позныша. Мастер такой в Беларуси есть. Давайте ее вскроем. В смысле, гитарку, посылку с гитаркой. А как она вскрывается? Сзади. Теоретически должно открыться. Нифига не видно. Чехольчик. Опа, уплотнитель. Вот такой вот аппарат. Тяжелый. Чехол тоже тяжелый. Так, что у нас тут? Рычаг. У нас есть тремоло. Уже хорошо. Здоровый карман. Ну, Фишман. Всякие штучки, дрючки, строплоки, Dunlop. И все. Можно приступать к гитаре. Волнительно. Та-дам! О, еще и завернуто. Ого-го-го! Ого-го-го! Вау! Вау! Красненькая. Так, окей. Пытаюсь понять, что к чему. Блин, она легкая. Прям интересно, сколько она весит-то. Ну, эти весы завышают, то есть в районе 3-3,5 килограмм. Весит гитарка. Так, а как тремоло вкручивается? Вот так вот? Просто вот так вот, да? Интересно. Да, это аппаратус. Обратная сторона, кстати. Ну, это мы посмотрим отдельно уже на верстаке. Потом послушаем звучание. 2 weeks later. И снова здрасте. Прошло почти 2 недели. Я за это время успел перепаять гитару, поставить другой звукосниматель. Просто потому, что мы немножко лоханулись, скажем так. Спасибо производителю за неясные пояснения в каталоге. Но, тем не менее, все сейчас отлично с гитарой. Все строит, все звучит, все хорошо. Давайте же поговорим, что это такое. Во-первых, это Firebird, но только тушкой. Ну, может, немножко головой. Firebird. Гриф у нас состоит из нескольких частей. Можем видеть, он полосатый. То есть это у нас махагон. В центре тоже махагон. Просто эти по бокам покрашены. С прослойками амаранта. В оригинале должен быть орех, но у меня амарант. Ну, кастомная гитара, все дела. Конечно же, амарант пихать, что еще. Крылья у нас. Вот это вот называется крылья. То, что от сквозного грифа по бокам, это крылья. Они тоже из махагона. И топ у нас из бубинги. На голове тоже бубинга. Matching headstock, то есть цвет такой же, как на деке. Это у нас рубин. Глянцевое покрытие. И здесь, соответственно, матовое. Кстати, обратите внимание, что здесь открытые поры.
как я пытался делать на Les Paul на своем. Ну как пытался, так получилось. Но здесь открытые поры, но они сделаны очень красиво. То есть именно мало лака, лак не глянцевый. По поводу дерева я сейчас найду вам и зачитаю. Это прям интересно. Конкретно этот махагон я вставлю фотографию изначального куска, который мастер показывал. Вот этим палкам лет 30-35. Покупал у мастера знакомого. Он толком объяснить не смог родословную, но по виду похож на африканский махагон. Вот. Гитара весит в районе 3,5-3,7, где-то так. Разные весы чуть по-разному у меня показывают. Я не могу ее нормально положить, чтобы взвесить. Но она комфортная по весу, то есть она не оттягивает плечо, как Les Paul 4-килограммовый. Ну и не ощущается слишком легкой. Пойдем дальше. Что у нас здесь есть? Во-первых, джек. Джек на этой стороне смотрит вверх. Это значит, что когда вот там гитару ставишь и сидишь, например, совсем с краю на стуле, она у тебя не сломается. Гитару вот так как-нибудь поставил случайно, он не сломается. Я не люблю, когда джек вот здесь торчит, как на SG, например. И поэтому решили сделать здесь. В принципе, на стрелах так делают, типа Randy Rhoads какие-нибудь. На Flying V на некоторых так делают. На самом деле удобно, мне прям понравилось. Что еще из интересного? Тремоло Stats-Bar. Это дичь, которую вы вряд ли знаете даже. Их у нас в России очень мало используют, даже за рубежом их мало используют, но очень интересный принцип действия. У нас там стоит блок на месте привинченный, и относительно него вот эта вот железяка, она вперед-назад качается. По сути, когда нажимаете на рычаг, эта штука качается сюда, и вот эта вот вся пластина вместе с бриджем на подшипниках перемещается вперед. Очень забавно. Интересное инженерное решение, мне понравилось, решил поставить, но пока не понял, насколько оно хорошо. Жрет сустейн, вот что могу сказать. Но, скорее всего, это что-то я там не донастроил, когда разбирал полностью. С этим разберемся. Звукосниматели. Fishman, классик, хамбакер. В принципе, на Les Paul у меня такие же, только без крышки. Здесь активный сингл и пассивный сингл. То есть эта схема рекомендуется производителям для такого набора звукоснимателей HSS. У нас вот с этим звукоснимателем вышла запарка, потому что у Fishman есть два вида синглов. Один, который для стратокастеров, идет набором сразу 3 штуки. Это один активный и 2 пассивных. У них ставится здесь 2 пассивных, здесь активные. Они через усилитель активного работают. Фишка в том, что для HSS сингл активный используется чуть-чуть другой. У него есть дополнительное усиление 3 дБ, дополнительные выводы для переключения в 2 и 4 позиции, но нет режима Voice 1, Voice 2 и, по-моему, Frequency Tilt тоже нету. Поэтому моя идея немножко не удалась. Ну да ладно. Соответственно, у нас 5-позиционный переключатель, его я тоже поменял. У нас есть батарейка, аккумулятор вернее. Мне надо ставить батарейку, надо подзаряжать гитару иногда. У нас есть kill switch. В середине работает, по краям не работает. Вот это включает у нас Voice 3 на хамбакере, то есть это сингл, режим сингла. В этом режиме работает эта катушка, в этом режиме работает вот эта катушка. По центру, соответственно, хамбакер. Этот переключатель делает по центру Voice 1, по краям Voice 2. Они абсолютно одинаковые, я не придумал, как их еще разнообразить, но пусть будет так. Он на самом деле удобно, под мизинцем можно в процессе игры переключать. Вот этот связан с этим, push-pull. Здесь раньше Voice 2 был, я переделал, что когда вытаскиваешь push-pull, у меня отключается темброблок. То есть, например, у нас немножко приглушен тембр, поднимаем, тембр становится ярким. Все понятно. Вот эта вот штуковина включает High Frequency Tilt или что-то типа того. Ну, короче, подрезает верха немножко в хамбакере. По сути, вот так работает он, Frequency Tilt и регулировка тембра. В этом положении Frequency Tilt и отключается тембр. Зачем? Не зачем, просто был переключатель, надо было что-то делать. Изначальная задумка была такая, что
вот эти переключатели переключают Voice 1, Voice 2 для каждого звукоснимателя. Но реальность немножко другая. Что еще по гитаре интересного? Ну, есть валюта. Кто не знает, что такое валюта, вообще волюта через О. По сути, это такая усиливающая штуковина, чтобы не сломалась башка в данном случае. Колки у нас гроверы, мини, локовые. Вот эту штуковину просто поставил, чтобы не бренчало. В принципе, оно на звукоснимателях не ловится, но мне неприятно это. Я всегда их глушу. Единственное, эта штуковина влияет на скольжение струн. Когда работаешь машинкой, чуть больше гитара расстраивается из-за того, что струны здесь задерживаются. Возможно, я ее сниму полностью. И что? Ну, Рина Нинквион, конечно. Мой логотип. Куда же без него? У Firebird здесь птичка нарисована, но у меня это... С этой стороны ничего интересного. Крышечка одна и все. Стреплоки данлоповские, в принципе, неплохие. Я ими раньше не пользовался. Не, у меня на басу данлоповские есть, но я уже готовый покупал, бэушный. В принципе, ничего. Что еще по этой гитаре сказать? Ну, Firebird это Firebird. Сейчас покажу вам главную болезнь всех Firebird. Я думаю, вы уже понимаете. Если я надеваю ремень. Вау. Хоба-хоба. Гриф сильно перевешивает, и поэтому, когда играешь, приходится придерживать за выпирающую часть. Ну, не знаю, после семисена это немножко привычно, потому что он у меня падает очень сильно. Еще что здесь непривычно для меня, что вот это вот все безобразие, оно вперед выдвинуто. Да, у нас 24 лада, мензура 25 дюймов ровно. Вот для меня это идеально. Я поиграл, понял, что это то, что нужно. Гибсоновская мензура мне чуть-чуть мелковата, фендеровская великовата. Вот 25 она идеальна. Наверное, не зря PRS так делают. Притом, за счет того, что у нас 24 лада, а не 22, у нас это все дело еще больше сдвинуто. Чуть больше мензуры еще больше сдвинуто. И поэтому вылет руки получается как на бас-гитаре. Возможно, надо гитару немножко сюда делать. Ну, не знаю, к этому надо еще привыкнуть. Сам гриф тонкий, что-то типа там 20-21 миллиметр получается. Я просил что-нибудь тонкое, типа Gibson Slim C, тому подобное. В принципе, это зашибись. Это самый удобный гриф из всех гитар, которые у меня есть. Пару слов по поводу того, зачем заказывать у мастера. Наверняка такие вопросы возникнут. А вообще, это я себе решил сделать подарок на юбилей, на 30 лет. Немножко там поменялись планы, поэтому задержалось почти на год. Ну, всякое бывает. Бывает, компоненты не достанешь, бывает, кто-то заболеет и так далее. Всякие события в мире происходят, поэтому задержки случаются. Тем не менее, зачем заказывать у мастера? Если вы захотите гитару, которой нет на рынке, например, вот Firebird, 24 лады, мензура 25, HSS, бридж нестандартный, вы такую не купите, вы даже не сможете модифицировать. Я-то, может, еще смогу что-нибудь зафрезеровать, но мне жалко, потому что Firebird, во-первых, они дорогущие, во-вторых, редкие. Почему никто не любит Firebird, кстати говоря? Вопрос. Очень редко их вижу. В магазинах у нас ни разу не видел Firebird в продаже. Тем не менее, заказ у мастера это все-таки какой-то нестандартный инструмент. Да, у мастера это долго, у мастера это дорого, но в результате вы получаете очень интересный инструмент, единственный в своем виде, скажем так, экземпляр единственный, который конкретно сделан под вас. Поэтому не вижу ничего такого страшного, предрассудительного, что вы заказываете инструмент у мастера. Вообще, прежде чем заказать, вы должны четко себе поставить техзадания, скажем так, не себе даже, мастеру, что вы хотите от гитары, форма звукоснимателей и так далее. И даже то, что вам кажется очевидным, обязательно пропишите, потому что у нас так уже было, что вот хотел сюда поставить
ну как бы бридж, да, бриджевый звукосниматель. Изначально поставили нековый, ну просто потому что визуально, говорит, вот здесь красивее было. Нет, надо бриджевый мне. Вот, потом ставили бриджевый. Поэтому все проговаривайте. А так, пишите, говорите. Вот так хочу. И вперед. Да, готовьте денежку, запасайтесь терпением. Ладно, хватит разглагольствовать, давайте поиграем, что ли, а то уже капец, сколько времени. Фонит, значит, работает. The next day. Внезапно наступил следующий день. Вчера при монтаже я заметил, что у меня отсутствуют файлы с микрофонов, которые стоят у гитарного кабинета. Поэтому будем снимать все заново. Значит, начнем давайте с первой позиции. Это у нас хамбакер. Настройки я поставил нейтральные, но мы будем играть на чистом. Да, я Kill Switch использую просто как, что громкость убрать. Нужно все поставить по центру. Гейн тоже по центру. Это у нас Voice 1, Voice 2. И Voice 3, вот эта катушка, которая ближе к грифу. Катушка вот эта, которая ближе к бриджу. Сразу можно показать coil. Какой coil tab? Frequency tilt. То есть нету. Есть. Можно даже прибрать тембра. Ну ладно, перейдем во вторую позицию. Во второй позиции работает активный и средний. И на хамбакере вот эта катушка. Именно вот эта вот. Поэтому, когда у нас включен третий режим с этой катушкой, звука нет. Поэтому либо отсоединено, либо сюда. Вторая позиция. Третья позиция. Активный сингл посередине. Всеми любимая четвертая позиция. Этот у нас выкручен, да, тембр выкручен. И пятая позиция. Этот сингл пассивный, который работает через усилитель активного сингла. Что можно здесь еще с этим сделать? Можно здесь включить переключатель Bright. Не знаю. Хамбакер — это фигня.
и так далее. Я думаю, примерно с этим все понятно. Можно переходить к перегрузу. Давайте сделаем GG. Вторая позиция. А мы забыли Voice 2 посмотреть. Тогда берем хамбакер. Voice 2. Включать сингл. Вот эта катушка работает, теперь вот эта катушка. Койл. О, тишина. Давайте сингл. Вот этот посмотрели эти оба, будем смотреть сингл средний. Четвертая позиция. Ну и совсем мясо этот сингл. Отлично. Давайте накрутим гейна. Мы же хотим больше мяса. Тут я уже не вывожу. Например, с серединкой что-нибудь на вот этом.
Так, ну и, конечно, отлично. Я хотел на перегрузе еще кое-что сыграть. Вдруг у кого ностальжи. Ну, например, так. Переключимся на чистый, чтобы он меньше фонил. Да, по поводу бриджа хочу сказать пару слов. Это у нас плавающая тремоло, поэтому, когда вы делаете подтяжку, то ну, то есть как на Floyd Rose получается, который немножко, ну, в принципе, на стратокастере тоже такое встречается, но не сильно. Настраивается он у нас похоже на Floyd Rose, то есть натягиваем струны, потом вот эти два болтика, винтика вкручиваем, чтобы оно у нас отошло, и чтобы у нас вот эта плоскость совпала с этой плоскостью. Диапазон работы у него не такой уж и большой, то есть... Вот такой диапазон. Ну и все. О, даже строит на этот раз. Чисто теоретически можно сделать так. Чистый. Ну, в принципе, эта штука расстраивает, как все, наверное, такие вот типа тремоло. У нас здесь лока нет никакого, здесь тоже лока нет, поэтому оно немножко будет туда-сюда плавать. Наверное, на этом все.
Скажем Дмитрию спасибо за инструмент. Инструмент шикарный, играть на нем приятно. Звук отличный. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем пока и всем добра. А демо с лесполом я пока что еще даже не записал. Даже не то, что не записал, но еще и не написал. Потому что мне пришел Firebird, и я как-то подзавис с этим. Там есть некоторые моменты, которые я не могу соединить. Ну, плюс надо еще что-нибудь добавить. Там штука минут на 6, по-моему, уже.